Всем здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня что я буду вязать? Вот такие вот у меня сегодня будут следочки. Хочу показать, как я их вязала. Простая модель, связана спицами. На размер подойдут 36, 37, 38. Если больше размер по ширине мы будем увеличивать на пару петель. По ходу вязания об этом я буду говорить. Значит, мне понадобится 5 спиц, номер 2,5. Пряжа у меня в этот раз в 100 граммах, 220 метров. Это турецкий акрил, а Лиза экстра я взяла. Вы можете вязать любой пряжей. Я называю свой метраж и свою пряжу. В 100 граммах у меня 220 метров. Также мне понадобится крючок. И немножечко я вот взяла вот такой цвет кремовый для отделки. Цвет кремовый, метраж у меня 240-250 метров. Эта ниточка немножечко тоньше, чем основная. Вот такие вот следки. На ножке сидят хорошо, не сползают. Вязание я начну с мыска. Провяжу до разъема. Далее полотно провяжем до пятки. Закроем пяткой и сделала вязку. Просто все, перехожу к вязанию теперь. Начинаем вязание с мыска. Спица номер 2,5. Набираю на одну спицу 10 петель. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь провязываю эти 10 петель изнаночными петлями. Первую снимаю, провязываю изнаночными. Далее все петли провязываем лицевыми. Первую сняла, провязываю до конца лицевыми. Теперь с помощью крючка мы сейчас наберем петли. Так, берем крючок и теперь по этой стороне вот вводим крючок подушками и вытаскиваем петлю. Набирать будем петля в петлю. Можно сразу просчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот она 10-я с края. Так, 1. 2. 3. Вытаскиваем по одной петельке, набираем. 4. 5. 6. 7. 8. 9 и 10. Все, и далее перейдем сейчас на 4 спицы и будем вязать по кругу. Набрали. Так, я разделю вязание сейчас. Разделяю вязание, значит, боковые стороны у нас будут по 6 петель, и посередине на мыс я оставлю по 4 петли. Вот смотрите, по 6 петель пойдет на боковые стороны. На мыс оставила по 4 спереди и сзади. И в начале, и в конце ряда я буду делать по одной прибавке. Прибавки буду делать через ряд. Значит, сейчас
Провязываю. Ряд мы довязали. Одну лицевую и вторую лицевую. Все вяжу лицевыми петлями. Здесь в начале первые ряды вяжем плотно, стараться не растягивать. Так, 2 петли с этой стороны и 2 давайте сразу перенесем вот с этой спицы, чтобы потом не запутаться. Вот у нас 4 петли. Это у нас на мыс пойдет. Сразу буду делать прибавки. Так, 4 петли пересняла, одну прибавила. Теперь провязываю 6 петель в боковую сторону. Подтягиваем здесь поплотнее. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осталось 2 петли. Это 2 петли у нас пойдет на мыс. Сразу делаю прибавку одну. Перекрученную петлю добавила. Провязываю оставшиеся 2 петли. И еще добавляю 2 петли вот с боковой спицы. И в начале, в конце ряда по одной прибавке. Так, прибавка. 2 петли мы провязали. Теперь 2 петли провязываю с боковой спицы. 1, 2. Делаю одну прибавку. Все. 4 петли на мыс оставила. Теперь осталось 6 петель. Это боковая сторона. Мы будем вязать без изменений боковую сторону. Прибавки делаем вот только по мысу. Так что у нас здесь петли у меня здесь не перевернутые. Провязываем. 1, 2. А здесь перевернутая получилась. 3, 4, 5, 6. Это когда набирала, петли перекрутила. Все. Разъединили вязание. Смотрите, что у нас теперь получилось. Вот 6 петель идет в одну сторону, боковая часть, 6 в другую. 4 петли на мыс. Теперь продолжаем вязание. Так, здесь у меня еще одна прибавка. Все, прибавки закончились. Следующий ряд мы вяжем без прибавок. Теперь провязываем. Провязываем весь ряд с прибавками. Мы сейчас вяжем без изменений. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали вместе с прибавкой. Это у нас мыс. Теперь перешли на боковую часть. Провязываем боковую часть 6 петель. Далее опять провяжем мыс. И в следующем ряду опять будем делать прибавки. Так, боковую часть провязала. Так, опять у нас вместе с прибавкой 6 петель по мысу провязываем. Так, и теперь следующий ряд у нас идет с прибавками. Так как у меня прибавка начиналась в конце ряда, я так и буду продолжать. Опять провязываю боковые петли. И следующий ряд вяжем опять с прибавками. Так буду вязать, расширять, пока у меня на спицах не будет 56 петель. Так, перешла, вот у меня 6 петель. Мыс. Опять делаю прибавку. Подтянула. Провязываю все петли. 1, 2. Так, что нитка запуталась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка 8 теперь. Так, провязали.
Перешли опять боковая сторона, вяжется без изменений 6 петель, провязываем боковую сторону и по мысу делаем прибавки. Значит, у меня будет всего, я расширю, как я уже сказала, 56 петель. Если размер 39-40, добавьте еще 2 петли и будет 58. Ну, если нога широкая, можно и 60 расширить, но я 60 попробовала, вязала еще одну пару перед этим. Широкие были, не знаю, смотря какая пряжа. Если пряжа у вас метраж меньше, тоньше, то есть метраж больше, 240-250 метров, то тогда можно расширить и до 60 петель. Значит, опять перешли мы на мыс. Этот ряд у нас идет с прибавками. Прибавки мы делаем через ряд. Сделали в начале ряда прибавку. Оставшиеся все петли мы провязываем лицевыми. И в конце ряда одну петлю прибавляем. Значит, вяжем сейчас мысок, расширяем. Так, провязала. Что у нас здесь еще не очень понятно. Теперь опять боковая часть. Мы следующий ряд теперь вяжем без прибавок. В одном ряду прибавили, в следующем провязываем. Один ряд прибавляем, следующий провязываем. Расширю сейчас мыс, к вам вернусь и будем вязать дальше. Так, думаю, понятно. Боковые стороны по 6 петель вяжем. Передняя часть мыс, делаем прибавки. Вяжем мыс. Закончила я расширять мыс. Вот такой вот мысок у меня получился. Значит, передняя часть по мысу у меня 22 петли, задняя часть 22 и по бокам по 6 петель. 44 и 12, 56 всего. Теперь, далее, что я буду делать? Сейчас я провяжу 10 рядов по кругу лицевыми петлями. И далее буду вязать вот такие вот полоски потом. Если я когда мыс довяжу до конца, замерю его в сантиметрах. Если хотите, чтобы был мысок повыше, можно провязать на пару рядов больше. Значит, у меня будет 10 рядов сейчас. Все, теперь вяжу все лицевыми. Провяжу 10 рядов и перейду к полоскам, к дорожкам, то есть. Все, провязываем среднюю часть, боковые части. И так по кругу. Рекомендую применить счетчик рядов или записывать, потому что можно ошибиться. Потом посчитать здесь будет немножко сложно. Ну или же ставить маркеры в начале ряда и потом в конце ряда. Так, все, провязали 22 петли по мысу. Теперь боковая часть 6 петель провязываем. И так по кругу 10 рядов провяжу. Провязала я 10 рядов. Теперь далее перехожу, буду вязать вот такие вот изнаночные дорожки. У меня будет 4 дорожки. 1, 2, 3, 4 изнаночными петлями. Значит, 3 ряда изнаночные петли, 3 ряда лицевые петли. И опять повтор 3 ряда изнаночных, 3 лицевых. Всего получится 4 изнаночных дорожки. Остальное все полотно вот до средней части мыса провязываю лицевыми петлями. Так, поехали. Значит, передняя часть 22 петли по мысу я провязываю все изнаночными петлями. Провязываем полностью переднюю часть изнаночными. Провязали изнаночными. Теперь боковая часть, задняя часть, опять боковая часть. Провязываем все лицевыми петлями. И опять переходим на центральную часть. Второй ряд опять будем вязать изнаночными петлями. Так, вяжем боковые части и задние части лицевыми петлями. Провязали. Пришли. Передняя часть у нас. Второй ряд. Провязываем точно так же, как и первый. Значит, сейчас провяжем второй и третий ряд. Одинаково повтор первого ряда. Вперед изнаночными, остальные все петли лицевыми.
провязываем. Так, второй ряд у нас. Второй провяжем и третий провяжем. Все изнаночными петли не вытягивайте сильно. Так, вяжем. Провязала 3 ряда. Теперь следующие 3 ряда я провязываю все лицевыми петлями. И далее следующие 3 ряда опять будем делать повтор. Вот как только что я провязала 3 ряда вперед изнаночными, остальные все лицевыми. Будем повторять. Значит, теперь 3 ряда по кругу вяжем лицевыми и повторяем потом изнаночные. Все, так я провяжу, пока у меня не будет 4 изнаночных вот таких вот дорожки. Так, провяжем, встретимся. Сейчас вяжем все лицевыми теперь по кругу 3 ряда. Провязала я 4 полоски. Далее провяжу еще 2 ряда по кругу лицевыми петлями. Теперь третий ряд. Как я провяжу третий ряд, значит, средние 8 петель я провяжу изнаночными петлями, а остальное все буду вязать лицевыми. Так, 2 ряда здесь лицевыми. Теперь вяжу третий ряд сейчас. Провязываю 7 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязала. И осталось у меня 7 петель. Довязываю лицевыми. И далее боковые стороны и заднюю часть также провязываю лицевыми. Все, в следующем ряду я буду делать разъем. Перешла на боковую сторону. Провязываем оставшиеся петли все лицевыми. Так, пришла я опять на лицевую сторону. Теперь сейчас я вот эти вот средние 8 петель, которые провязывала изнаночными, закрою. И буду вязать уже поворотными рядами, да, то есть по лицевой, по изнаночной стороне будем вязать полотно. Всего у меня 56 петель, 8 петель я сейчас закрою, останется у меня 48 петель. Если размер большой 49, 39, 40, тогда оставьте где-то 50 петель. Так, провязываю опять первый 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязала, средние петли закрываю и продолжаю вязание. Так, средние петли, одну петлю провязала, предыдущую набрасываю, одну петлю провязываю, предыдущую петлю набрасываю. Вот так вот я закрываю, или же по 2 вместе можно закрыть, так тоже можно. Так, закрываем петли, пока на спице не останется у нас 7 петель. Так, закрыли. Еще раз. Так, 3, 3, 6, 7. Еще одна. Все, 8. 8 закрыли. Здесь 6. И вот 7 на спице. Вот так вот. Теперь далее я вязание перенесла теперь на 3 спицы, так будет удобнее. Значит, сейчас что мы будем делать? Я буду делать до 5 длину. Я провяжу всю платочной вязкой лицевыми петлями. Можно также продолжать вязать вот лицевой гладью, это по вашему желанию. Я буду вязать платочной гладью все ряды по лицевой, по изнаночной стороне я буду провязывать лицевыми петлями. Значит, вот эту вот деталь, белые вот эти вот в середине цепочки, и вот эту вот детальку я сделаю в конце. Когда сейчас провяжу полотно до пятки, тогда будет посвободнее, чтобы эти спицы ушли немножечко подальше, тогда здесь будет более удобнее это провязывать. Я вот провязала такую штучку, детальку, и
стянула вот эти вот полосы. Можно будет просто пуговицу сюда пришить, стянуть, но это уже по вашему желанию. Значит, сейчас что я сделаю? Пусть пока эти полоски у нас постоят. Сейчас я буду провязывать полотно до пятки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. У меня 23 вот таких вот изнаночных дорожки. Проходит на размер 37-38. На 36 на пару рядов меньше провязать. Далее я собиралась еще замерить этот мыс. Но здесь вот эти вот дорожечки, конечно, стягивают. По задней части его померить, что ли? По задней части получается 12. По передней части получается 11,5. Ну, дорожки вот эти вот стянули. Так, в ширину полностью весь 10. Средняя часть 8. Вот так вот. Так, все. Теперь продолжаем. Вяжем полотно. Лицевыми петлями я вяжу до пятки. 23 изнаночных дорожки. Значит, сейчас у меня... Ой, господи, сколько у меня? 48, да? 48 петель осталось. 8 я закрыла, 48. Первую снимаю, провязываю полностью все лицевыми. Все 3 спицы лицевыми. Здесь без изменений можно вязать любым узором. Можно продолжать также вязать по лицевой стороне лицевыми петлями, по изнаночной стороне вязать изнаночными петлями. Значит, провязываем сейчас оставшиеся петли все лицевыми. Довязываем ряд до конца лицевыми петлями. Кромочную я провязываю изнаночной. Довязала. Все, теперь развернулись на изнаночную сторону. Опять все провязываем лицевыми по изнаночной стороне. И так продолжаем вязать до самой пятки. Все ряды вяжем лицевыми петлями. Это в том случае, если вы будете вязать платочной вязкой. Тогда вот я вяжу все лицевыми, да? Значит, сейчас я провяжу 23 изнаночных вот дорожки. Одна дорожка, вот она дорожка. Одна дорожка, это 2 лицевых ряда. К вам вернусь, там перейдем к пятке и закончим мыс. Сделаем. Так, что мы делаем? Продолжаем. Вяжем полотно до пятки длину. Это что такое, ну? Провязали длину до пятки. Теперь сейчас замерю в сантиметрах, сколько у меня получилось на мой размер. 22 сантиметра. Еще пускаем на растяжку пару сантиметров. На 37-38 у меня проходит. Теперь далее. Сейчас перейдем к вязанию пятки, но перед этим сделаем вот этот вот мысок. Провяжем белые вот такие вот цепочки и вот эту вот деталь прикрепим. Значит, белая нитка. Здесь я делала с левой стороны, да? А теперь я буду делать с правой стороны. Значит, смотрите, я отсчитаю. Подождите, не отсчитаю. Отсчитать это потом нужно будет. Так, вытащу нить. Сейчас с изнаночной стороны я ее прикреплю. Так, теперь между изнаночными полосками, вот где у нас проходят лицевые ряды, я ввожу крючок вот посередине здесь. Захватываю ниточку, вытащила ее. Потом вот этот вот хвостик хорошо закрепим в конце работы. Так, теперь одну косичку пропускаю и в следующую. Опять захватила нить. И вот такую цепочку, сильно не затягивая. Шов прокладываем опять одну
Косичку пропускаю и в следующую посередине ввела, захватила, вытащила, опять одну пропустила, следующую ввела, захватила, протянула. Вот такая вот у нас косичка будет получаться. Так, через одну вот пропускаю и в следующую ввела и протянула. Вот так вот провяжем вот до конца ряда. Так, провязала до конца ряда. Теперь выводим на изнаночную сторону и поднимаем вот с этой стороны и в обратном направлении точно так же провязываем вторую косичку и потом переходим на третью. Я сделала всего 3 вот таких вот цепочки. Значит, сейчас мы вот эту вот выведем на изнаночную сторону и поднимем в следующем ряду эту петлю. Выводим ее на изнанку. Вывели. В следующем ряду мы ее поднимаем. В общем, я думаю, вы поняли, что я вам хочу рассказать. Вот вытащили ее обратно вот сюда и развернулись. Продолжаем опять поднимать петли. Захватили, подняли. Опять через одну пропустила, ввела крючок, захватила, подтянула. Опять одну косичку пропустила. Так, одна, вот следующую посередине захватила и подтянула. Вот так вот. Так, значит, провяжем сейчас 3 раза. Далее, что мы сделаем? Сейчас сразу покажу, чтобы не отвлекаться. Вот, дошли до конца, опять перешли, сделали. Провяжем, и вот я, смотрите, можно это все просто ниточкой вот так вот стянуть. Можно сбоку, можно посередине. Это уже ваша фантазия. Я вот взяла, провязала 13 рядов, лицевые и изнаночные ряды. Изнаночные ряды, лицевые ряды. И теперь вот эту вот детальку я ее протяну и стяну, завяжу. Вот эти вот хвостики. Отсчитаю здесь от края 6 косичек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в шестую. Один хвостик вывела сюда. И точно так же внизу отсчитала 1, 2, 3, 4, 5, 6. И второй хвостик вывела. Вот смотрите, подтянули. Можно меньше, можно больше. И на изнаночной стороне я эти 2 хвостика вот просто сейчас стяну и завяжу. Все. Вот такая вот у меня деталь получается. Ну, а вы можете пуговицу прикрепить или цветочек, что душе угодно. Я вот так вот сделала. Все. Значит, сейчас закончим вот этот вот мыс. Довяжу я цепочки, закреплю вот эту вот деталь и перейдем на пятку. Так, все, закрепила я, сделала вторую деталь. Вот так вот на изнанке. Теперь переходим к пятке. Так, что у нас здесь получается? Угу. Так, пятку я буду вязать на средних 12 петлях.
18 петель сейчас провяжу, потом 12 петель пятки. Если размер большой, вы набирали на пару петель больше, допустим, 14 петель туда оставьте на пятку. Значит, провязываю сейчас 18 петель до пятки, до начала. И также платочной вязкой, лицевыми петлями я буду вязать пятку. Провязала 18 петель. Теперь провязываю 12 петель следующие на пятку, которые идут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 провязала. Так что у меня здесь 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Все правильно. И теперь я буду убавлять петли, то есть закрывать по 2 петли вместе. Первую убавку я сделаю с изнаночной стороны. Первую сняла, опять все эти до 12 петли я все петли провязываю лицевыми, и 12 петлю буду соединять с петлей из боковой спицы. 2 вместе провяжу лицевой петлей. Так, довязала. Последняя петля вот у нас. Петля с боковой спицы, 2 вместе соединила. Перешла на лицевую сторону, все то же самое провязываю. Первую снимаю, оставшиеся петли до 12 провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот она 12 петля. Соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе. Провязала тоже здесь лицевой. Ниточку вот так наперед перетянула эту петлю, получается. Опять я ее снимаю. И продолжаю вязать все лицевыми петлями. И крайние петли соединяем. Значит, так провяжем до самого конца. В конце по пятке я пару петель убавлю кверху для лучшей посадки на ногу. Значит, сейчас вяжем пятку, довяжем до конца, закроем петли, я к вам вернусь, сделаем обвязку. Закончили вязать пятку, закрыли петли, далее крючком столбики без накида. Один раз я обвяжу весь верх. Второй ряд я пройду белым цветом. Это у меня рачий шаг. Любую обвязку можно сделать, но обвязать обязательно вверх. Так и аккуратно, и работа получается законченная. И сидит хорошо на ноге-то, да? Ну или же можно набрать на спицы и пару рядов обвязать спицами, провязать лицевыми петлями платочной вязкой. Так, значит, я заканчиваю. У меня один ряд, как я уже сказала, столбики без накида. Так, закончила делать обвязку. Этот цвет я обрезаю, и следующий ряд у меня будет контрастным цветом. Так, теперь вот этот вот хвостик надо спрятать. Когда следующий ряд буду проходить крючком, я вот этот вот хвостик буду подхватывать, спрячу его. Так, узлов, чтобы здесь не навязывать. Теперь далее подвязываем белый цвет и в обратном порядке вяжу рачьим шагом. Так, подвязала белый цвет, все, продолжаю теперь вязать белым цветом. Так, ввела нитку. Ой, да что ж я первую петлю и неудачно захватила. Опять следующую петлю ввела, нить захватила, вытащила, провязали. Опять следующую петлю ввела, нить захватила, провязала. И так до конца.
Так, заканчиваем делать обвязку. А я на этом буду с вами прощаться сегодня. Вот так вот получается. Вот такие вот зубчики. Обвяжем весь верх, закончим. Все, у меня на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр, за оставленные лайки, комментарии, подписки, конечно же. Всем пока-пока, до новых встреч.